Столкновение двух круизных лайнеров Carnival Glory и Carnival Legend. Круизная компания Carnival Cruise Line – это международная круизная линия со штаб-квартирой в Дорале, Флорида. Его логотип представляет собой воронку, подобную воронкам на его кораблях, с красным, белым и синим цветом. Воронки имеют форму хвоста кита. Carnival занимает первое место в списке крупнейших круизных линий по количеству пассажиров, перевозимых ежегодно, и по общему количеству судов в флоте. Carnival Glory – круизный лайнер класса Conquest, которым управляет компания Carnival Cruise Line. Он является вторым из 5 круизных лайнеров класса Conquest. С января 2021 года он должен работать из Нового Орлеана. Круизный лайнер был построен Fincantieri на их верфи в Монфальконе, во Фриуле, Венеция Джулия, Северная Италия. Он был спущен на воду 19 июля 2003 года и назван американским физиком и астронавтом доктором Салли Райт. На круизном лайнере Carnival Glory есть 2 бассейна, 6 гидромассажных бассейнов и водная горка высотой 65 метров. На корабле также есть спа площадью 13 300 квадратных футов. Длина круизного лайнера 290 метров, ширина 36 метров, пассажировместимость 2980 человек, обслуживающий персонал 1150 человек. 20 декабря 2019 года, маневрируя к стыковке в Касумеле, круизный лайнер Carnival Glory столкнулся с Carnival Legend, который уже был пристыкован. Проплывая дальше, круизный лайнер Carnival Glory, маневрируя, был близок к столкновению с Oasis Marine Royal Caribbean и чуть не попал в аварию, но представитель круизной линии сказал, что корабль не получил никаких повреждений. Шесть пассажиров на борту Carnival Glory получили легкие травмы. Круизная компания объяснила инцидент спонтанными порывами ветра и сильными течениями. Ресторан, который находился в пострадавшем районе Carnival Glory, был закрыт до тех пор, пока не будет сделан капитальный ремонт. Несмотря на это, маршруты обоих кораблей продолжались по плану. Пассажиры двух попавших в инцидент круизных лайнеров Carnival рассказывают момент столкновения, запечатленный на впечатляющем видео. Было слышно, как люди, снимающие инцидент с берега из соседней круизной линии, реагировали вздохами изумления, криками и проклятиями, когда круизные лайнеры врезались друг в друга. Однако пассажиры на борту судов, которые почувствовали столкновение на собственном опыте, по-разному пережили, когда была нанесена точка удара. Представитель Carnival Cruise Line сказал The Washington Post, что крушение было союзом, потому что технически один из них не двигался. Legend был пристыкован, когда Glory разбился. Пассажиры на борту лайнеров, которые почувствовали столкновение на собственном опыте, поделились своими впечатлениями от места столкновения. «Внезапно мы почувствовали, как корабль покачнулся в сторону, а затем вернулся на место», — сказал Мозли Рейтер. Через несколько минут директор круиза объявил, что Carnival Glory врезался в наш корабль во время стыковки из-за сильного ветра и суровых условий океана на Касумеле. Другой пассажир Carnival Legend, Кристиан Макси, во время крушения находился в своей каюте под палубой. Он сказал The Washington Post, что океан был неспокойным на протяжении всего круиза, поэтому он не особо думал о катастрофе.
Я не думаю, что люди действительно понимали, что мы действительно во что-то наткнулись, учитывая, что у нас была плохая погода», — сказал он The Post. Мэри Энн МакКинли, еще одна пассажирка на борту Carnival Legend, повторила то же самое, ошибочно приняв аварию за большую волну. «Прошлой ночью мы испытали какое-то сильное движение на лодке, поэтому сегодня утром мы предположили, что происходит нечто подобное», — сказал Хейнс CNN. «Мы почувствовали толчок и на самом деле ничего об этом не думали». Пассажир Carnival Legend Маккенна Моррис, который находился на 4-й палубе лайнера, когда произошло крушение. «Я слышал крики пассажиров, когда Carnival Glory приближался к их кораблю. Я начал слышать крики людей с круизного лайнера Oasis морей в Royal Caribbean», — сказал Моррис. «Именно тогда я услышал треск и бьющееся стекло». Находясь на одной из верхних палуб, Моррис смог воочию увидеть повреждения в результате крушения. «Когда Carnival Glory и Carnival Legend столкнулись, я увидел, как вся столовая рушилась и разрушилась. Как сообщает The New York Times, 6 пассажиров получили легкие травмы. «Мы оцениваем ущерб, но нет никаких проблем, влияющих на мореходные качества любого из судов», заявила The Times Челси Стромфельд, пресс-секретарь круизной компании. «Мы посоветовали гостям с обоих кораблей насладиться днем на берегу Касумеля». По данным компании, 6 человек получили легкие травмы после столкновения двух судов Carnival Cruise Line в порту Касумеля, Мексика. Пострадавшие после инцидента явились в медицинский центр Carnival Glory для обследования, говорится в заявлении круизной компании. Carnival Glory базировалась в Новом Орлеане, и по-прежнему планируется отправление с острова Касумель и возвращаться в Новый Орлеан.